Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о обиде, поговорим, как ваша обида на родителей влияет на вашу жизнь и как обида на родителей влияет на ваш денежный достаток уже в вашей семье и в вашем доме. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца, будет очень много важной, ценной и нужной для вас информации. Каждый человек способен испытывать различные чувства: любить, ненавидеть, понимать, осуждать, уважать или нет, излучать добро и злость и так далее. Эти чувства у большинства людей формируются с самого детства. Можно сказать, что с некоторыми энергиями и чувствами человек рождается, а затем приумножает это. Также во время того, как взрослеет, развивается и притягивает к себе потоки тех энергий, которые считает важными для себя и правильными. Так и формируется полностью характер и эмоциональное состояние души. Поэтому есть добрые люди, которые всячески стараются помочь тем, кто вокруг них находится. Им нравится излучать добро, и они таким образом делают мир вокруг себя лучше. Есть злые люди, они становятся такими, потому что сбиваются со своего истинного пути, начинают неправильно мыслить и считают, что все в их окружении что-то им должны. Но когда они получают с первого раза желаемое, излучают еще больше злости. Есть категория людей, которых не волнует ничего, кроме собственных благ, и они готовы на все, невзирая ни на какие нормы и последствия. А есть и категория людей, которая не может найти свое место в жизни и определиться с тем, что для нее имеет значение, а что нет. Самое важное в жизни каждого человека – это семья. Сначала в той, в которой человек рождается, растет, развивается, а затем та, в которую он уже создает самостоятельно. Но порой люди допускают ошибки из-за какой-то обиды, на которые не стоило бы обращать внимание, сворачивают не в том направлении и начинают ненавидеть родителей. Но не думают о том, что, возможно, это неправильно. Возможно, поступку, который совершил один из родителей, есть оправдание, или вообще стоило бы сесть и обсудить все, что волнует, и тем самым не тянуть обиду за собой на протяжении многих лет, накапливая на нее негатив, который только усугубляет возникшую ситуацию и делает самых близких людей далекими друг к другу, все больше и больше ослабевая ниточку из энергетической связи, которая их еще связывает. Если вы на каком-то этапе утратили связь с родителями, остановитесь, посмотрите на себя со стороны, подумайте о том, что даже если вам что-то не нравится, это те люди, которые любят вас просто за то, что вы есть, что каждый человек может допускать ошибки. Если вы чего-то недополучили в своем детстве, вы можете это изменить на примере своих отношений с собственными детьми. Если вы сопоставите все хорошее, что делали для вас родители, с тем, на что вы обиделись, то вы поймете, что хорошего все-таки было гораздо больше. Что когда вы болели, родители были возле вас. Когда вам нужен был их совет, они также помогали вам. Возможно, на том этапе вы этого не поняли, так как считали себя взрослым и смотрели на ситуацию только с одной стороны. Но взрослые люди смотрят на ситуацию под разными ракурсами, а только затем выбирают нужное решение. Так, например, если ваша мама когда-то узнала, что вы встречаетесь с молодым парнем, который связан с плохой компанией, или же который использует, например, вас в своих интересах, конечно же, она вмешалась в ваши отношения, вы затаили обиду, возможно, на каком-то этапе проявили ненависть, но если посмотреть на эту ситуацию со стороны, то вы поймете, что все сделанные действия были вам во благо, и что если бы не ваша мама, вы бы попали в ситуацию, которая бы закончилась для вас не очень хорошим результатом. Поэтому в любой такой ситуации, если не на том этапе, то когда вы стали взрослым и самостоятельным человеком, нужно проявить здравомыслие, проводить работу над собой, над своими ошибками и меняться только в лучшую сторону, ощущая при этом эмоциональную и энергетическую силу.
Возможно, вашей маме нужно было подготовить вас к взрослой жизни, начать делать это заранее, показать вам, что есть хорошие люди, а есть те, которые способны приносить вам вред. Но она не сделала это вовремя, пытаясь вас от чего-то оградить. А когда возникла ситуация, поставила вас перед фактом, а возможно, ваша мама видела, что вы упрямы, и с вами стоит поступить резко, приняв на себя вашу ненависть. Но этим она уберегла вас от тех или иных последствий. Данная ситуация, конечно же, не идеальна, но зато она действенна. Порой мы ненавидим и злимся на близких за те слова, которые они нам говорят. Но не ценим того, что это они не безразличны к нам и пытаются, говоря нам правду, открыть глаза на то, что происходит в нашей жизни. А мы этого не замечаем. Ведь только близкий человек знает, что происходит в нашей жизни, и таким образом пытается вам подсказать, как решить ту или иную ситуацию, указать на негативных людей в вашем окружении, на ваши ошибки, которыми вы портите свою жизнь. Но в этот момент почему-то человек испытывает вместо благодарности негатив. И те люди, которые пытаются помочь, кажутся навязчивыми, а те, кто стоит в стороне и никак не реагирует на нашу жизнь, кажутся милыми и добрыми. Но совсем это не так. Такие люди просто безразличны. Если посмотреть правде в глаза, то придет осознание, что им нет до нас никакого дела, что им все равно от того, что происходит в нашей жизни. Если начнутся какие-то проблемы, они никогда не придут на помощь, а все так же будут стоять в сторонке и делать вид, что не понимают, что кто-то нуждается в их помощи. Такие люди очень опасны, так как, понадеявшись на них, можно не только не получить должной поддержки, а потерять из-за этого все то, что было приобретено. Поэтому научитесь ценить близких людей, даже если порой вам кажется, что не принимают слишком активное участие в вашей жизни. Ведь делают они это только для того, чтобы вам было хорошо и чтобы уберечь вас от всего того, что может причинить вам вред или обидеть вас. Вы удивитесь, но даже недоброжелатели не излучают такой разрушительный негатив, как пустые и безэмоциональные люди, которые находятся в окружении нас, так как недоброжелатель втайне может восхищаться нашей жизнью, сам себе в этом не признаваясь. От этого возникает зависть. Такой человек даже на своем низком энергетическом уровне способен любить нас. Он желает управлять нами, иметь то, что имеем мы, в то время как безэмоциональные люди даже не замечают нашего присутствия в их жизни. Если какую-то обиду на своих родителей вы до сих пор таите в сердце, это означает, что вы так и не решились повзрослеть. В данном случае я имею не ваш возраст в цифрах, а то, что вы до сих пор не готовы взять на себя ответственность за свои поступки, что вы не готовы научиться признавать свои ошибки, делать выводы и жить далее, а не стоять на одном месте с тяжелым грузом на плечах. Если вы продолжаете обвинять в чем-то родителей, то срочно прекратите это делать, так как вы сами отводите себя с правильного пути и не получите от жизни то, о чем мечтаете. Когда человек попадает в потоки из негативных энергий, излучая ненависть, и чем больше времени он в этом потоке проведет, тем сложнее ему будет из него выбраться, что скажется на нем несчастливой жизнью и тем, что на протяжении нее он будет постоянно упрекать своих родителей в чем-то. Например, в том, что они дали ему не то образование, поэтому у него сейчас нет денег, что помешали создать ему семью в молодом возрасте, а сейчас он уже просто к этому не готов. Но на самом же деле это совсем не так, у вас вся жизнь впереди, для того, чтобы прожить ее так, как вам этого хочется. Если вам не нравится образование, которое дали вам родители, что вам нужно сделать? Просто переучиться, получите другое образование. Если вы не создали на том этапе семью с определенным человеком, посмотрите на него, и вы поймете, что, возможно, это не тот человек, который нужен вам в жизни. Ведь если это не так, то почему вы уступили и не сделали то, что считали нужным и важным для себя? А значит, вам нужно было одобрение или ощущение себя счастливым. Когда вы посмотрите на такие события со стороны, то вы поймете, что выводы были поспешными, и вы сами соглашались, вроде и не хотя с тем, что вам подсказывали, так как считали это правильным, но вам легче было на кого-то переложить ответственность за возникшую ситуацию. Вам было так удобно, а потом вы начали думать, а возможно все было бы по-другому, но нет, не было бы, все получилось так, как должно было получиться. И чем быстрее вы это осознаете и отпустите прошлое, тем более успешно сложится ваша жизнь, так как вы откроетесь к чему-то новому и начнете
излучать взаимопонимание и любовь, а значит и откроетесь для таких потоков и обретете счастье и удовлетворение. Если вы не отпустите этот негатив, то вы не сможете построить ни счастливую семью, ни карьеру, ни отношения с окружающими людьми. Так как, пусть даже через определенный период времени, но вы вновь притянете к себе эти потоки негатива и вновь попадете под их влияние, из-за чего потеряете все то, что попытались получить или же построить. Такие люди теряют себя, а затем всю оставшуюся жизнь пытаются придумывать различные оправдания своим поступкам, либо же ищут причину, почему они так поступили, тратя на это жизнь и положительные энергии. Подсознание таких людей постоянно работает на негатив, даже когда они думают, что он обходит их стороной. На энергетическом уровне негатив никуда не девается, просто такая категория людей к нему привыкает и уже не может жить по-другому. Соответственно, все последующие события будут негативными и грустными. У людей, которые умеют вовремя прощать, осознавать свои ошибки, умеют любить и притягивать любовь в свою жизнь, все складывается полностью противоположно. Они не желают тратить свою жизнь впустую, берегут свои светлые энергии, поэтому их жизнь наполняется различными приятными событиями, эмоциями и, соответственно, любящими людьми. Они готовы открывать свое сердце для родных и близких людей. Семьи у таких людей счастливые и крепкие. Если у них случаются какие-то неприятности, они стараются сделать все, что от них зависит, но не задерживаться на данном этапе долго, а их крепкая семья им в этом помогает, подпитывая нужными для них энергиями. Не стоит никогда забывать, что те вибрации, которые мы излучаем в своей жизни, притягивают к нам соответствующие события. Можно привести пример на паре, которая утратила связь между собой. Кто-то из этой пары находит в себе вторую половинку, и между ними начинают возникать новые вибрации. Они двигаются им в унисон и таким образом притягивают потоки положительных энергий, а также любви. А второй человек из данной пары, затаив обиду и ненависть, не готов к чему-то устанавливать новые отношения. Он в такой момент излучает вибрацию ненависти и, соответственно, притягивает в свою жизнь тяжелые, злые и негативные энергии, которые, приводя, делают его жизнь тяжелой, невыносимой, наполненной различными проблемами и порой даже бедами. Каждая ситуация в нашей жизни дана для того, чтобы мы сами совершали свой выбор. Решали любить нам или ненавидеть, стоять на месте или двигаться вперед, принимать потоки негатива или светлых энергий, или светлых событий, жить скучной и неинтересной жизнью, или позволить радостным событиям в ней происходить. Осуждая своих родителей за какой-то их поступок, не понимая их в чем-то, в результате вы получите в свою жизнь то, на чем когда-то вы сами акцентировали внимание, чтобы осознать то, когда не понимали, и у вас будет такая же ситуация, из которой вы должны будете уже выбраться, опираясь на свое усмотрение, но а что у вас с этого получится, это уже зависит только от вас. Но когда данная ситуация завершится, вы будете относиться к родителям кардинально по-другому. Вы будете ценить то, что они для вас делали, и то, что они нашли ради вас. Вы увидите то, что не делали, не видели, когда росли. Вы с родителями одно целое, как на энергетическом уровне, так и на физическом, так как вы состоите из их клеток, и все, что вы даете по отношению к ним, как вы относитесь, вы будете иметь в своей жизни. Помните, между родителями и детьми всегда абсолютная любовь. Да, есть исключения из правил, но мы их не будем обсуждать, потому что там происходят определенные кармические задачи. Мы говорим о той ситуации, о том, что когда вроде нормальная, полноценная семья, и между мамой и ребенком всегда есть абсолютная любовь. Возможно, мама не умеет эту проявлять любовь, она не знает, как это сделать, потому что вот в ее семье этой любви не было. Да, родители любили, но они не знали, что, оказывается, нужно говорить слова, оказывается, нужно делать какие-то еще и поступки, оказывается, эту любовь надо лелеять и так далее. Им было легче закрыться в своем мире и жить своими какими-то проблемами, моментами и нюансами. Но мы сейчас с вами живем в том современном мире, когда очень много информации. Вы можете послушать психолога, вы можете послушать эзотерика, мага, вы можете послушать таролога или нумеролога и
каждый расскажет и разложит по полочкам те или иные нюансы. Поэтому не бойтесь познавать мир. Мы не говорим о том, что эта вся информация достоверная и точная, но вы должны на интуитивном уровне принимать сами для себя ту информацию, которая действительно будет, вы знаете, вам будет откликаться. Если не откликается эта информация, она вам точно не нужна, потому что это не та информация, которая принесет вам радость. Помните о том, что отношения между мамой и детьми – это, знаете, вот абсолют. Хотим мы этого или нет. Поэтому пересмотрите свое отношение к родителям. Да, возможно, где-то кто-то из родителей не был идеальным. Но мы тоже с вами не идеальны. Каждый из нас должен стремиться к этому состоянию. И, соответственно, мы развиваемся и познаем себя, познаем свой мир, познаем что-то новое. Но вы должны дарить любовь и заботу в таких количествах, как они это понимали, стараясь подстраховать вас везде, где понимали, и если что-то где-то не получалось, так как вы считали это правильным. Но это не означает, что они не старались. Пока есть время что-то налаживать, исправлять, делайте это. Ведь бывает, человек что-то осознал, простил, а того, с кем отношения не складывались, уже нет и в этом материальном мире. Изменить уже ничего невозможно. Поэтому лучше не запускать, не позволять этой обиде, ненависти управлять вашей жизнью, а научиться разговаривать. И сразу же избавляться от всего плохого, что может мешать вам жить полноценной, успешной и благополучной жизнью. Бывает так, что до родителей нельзя докричаться, нельзя достучаться и объяснить им те или иные моменты их в жизни, потому что дети все равно в один день, в один момент взрослеют, у них появляется своя семья, дети, потом внуки. И в таком случае вы проводите просто практику по уничтожению, по тому, чтобы убирать эту обиду. Просто пишите на листке бумаги или просто на энергетическом уровне отправляйте посылы того, что вы больше не обижаетесь, что вы их любите. Отправляйте именно энергию любви. Она очень сильная, она очень созидательная, она вам поможет в жизни, потому что люди, у которых крепкая семья, дружная, любящая, это самые счастливые люди в мире. Их жизнь всегда гармонична, а неприятности и обиды обходят их стороной. Они всегда знают, что им есть на кого положиться, и чтобы с ними не произошло, они совсем будут справляться, так как у них есть крепкое и надежное плечо, которое никогда не разлюбит и не предаст. Любящие семьи финансово стабильны, а денежная энергия приходит в их жизнь в достаточном количестве, а светлая энергия приходит вместе с положительными вибрациями. Развивайтесь как эмоционально, так и духовно. Не позволяйте быть себе ребенком всю свою жизнь. И не забывайте, что от отношений, которые вы построите со своими родителями, зависит то, что вы перенесете уже в свою собственную семью. Любите и цените все хорошее, что для вас делают ваши родители. Они этого заслуживают. А мы желаем тем, кто имеет такую семью, беречь ее. А тем, кто на каком-то этапе утратил связь с родителями, обрести ее и исправить то, что мешало вам дальше двигаться и развиваться. Любовью к своим родителям вы открываете потоки сильных энергий в свою жизнь. Особенно это касается мамы. Поэтому любите маму, цените ее. Даже если она не такая, как вы бы хотели, и у нее совсем другие взгляды. Но это жизнь каждой из нас, это личность, это индивидуум. И по-другому будет никак. Поэтому помните об этом. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео именно для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Без всех вам мыслимых и немыслимых благ, любви, благополучия и достатка.